Здравствуйте, мои дорогие! У нас немного похолодало, вечерами уже где-то плюс 17 и хочется чего-то горячего. Этот рецепт ко мне пришел под названием харчо с орехами. Но, если честно, в моей записной книжке он закрепился с названием сацили с говядиной. Люблю грузинскую кухню, каюсь. Что для этого нужно? Здесь у меня где-то примерно килограмм говядины. Мне ее нужно сразу же нарезать на порционные кусочки, что я и сделаю. И вот в таком виде буду сегодня варить это все в мультиварке на режиме суп. Мясо практически сварилось, и я подготовила все, что мне нужно дальше. Это черный перец, специи. Я, конечно, предпочитаю грузинские специи. Вот аджика, хмели-сунели, кориандр. Одну луковичку я мелко порезала, томатная паста и, конечно, орехи. 300 грамм грецких орехов. Я буду их перемалывать ровно здесь. Итак, для начала, для соуса я возьму по чайной ложке всех специй. Чуть не забыла чеснок, чеснока не жалеем. И все это мне нужно перемолоть. Вот такая крошка у меня получилась. Смесь орехов, чеснока и специй. Соль пока не добавляла. Немного масла в сотейник. Разогреваем. Мясо сварилось. Я выкладываю его в сотейник. К маслу. Бульон нам обязательно еще пригодится. Сюда же добавляю репчатый лук и столовую ложку томатной пасты. Ну, может быть, чуть побольше. Все перемешиваем и хорошо обжариваем. Тем временем к нашей смеси из орехов я добавляю бульон, в котором варилось мясо. Мне нужно, чтобы получилась такая кашица. Ну, то есть ложку могу взять от томата, ничего страшного, он у меня присутствует в блюде. Вот, можно даже еще пожиже. То есть такая жидкая каша у вас должна получиться. У меня это 4 половника. Ну, наверное, даже 5. Жду, когда обжарится мясо. И вот стали появляться такие поджарочки на мясе. Видите, масла у меня практически здесь нет. Сейчас я могу выложить в сотейник ореховую кашку, массу. Распределяем по всей площади. Огонь на минимум. Немного соли. И 2-3 минутки дам потушиться. Когда соус закипел, не забудьте попробовать и добавить столько специй, сколько считаете нужным, ровно на ваш вкус. Вот мне сегодня не хватило соли, и еще я добавлю аджику и перец. И, конечно же, все это минутку проварю, чтобы специи смешались. Собственно говоря, мое блюдо готово. Но, знаете, это же грузинская кухня, правда? Ну, или, во всяком случае, грузинские мотивы. И мне очень захотелось украсить это блюдо именно гранатом. Что я сейчас с удовольствием и сделаю. Подам с зернами граната. Ну и что я вам могу сказать про вкус этого блюда? Вкусно на самом деле горячим, но еще вкуснее холодным.
Тем не менее, я хотела бы показать вам, как выглядит мясо на разрез. То есть его не нужно резать. Это нежнейшее мясо с соусом. Я приближу камеру, пожалуй. Вот, посмотрите, я беру кусочек мяса, любой кусочек мяса я беру, и он просто вот распадается на волокна. Это очень вкусно, очень аппетитно. Я вот прямо сейчас съем с удовольствием пару таких еще теплых кусочков, потому что очень нежная, очень пряная. Гранат вообще супер в тему. Хотите, добавьте какой-то зелени, можете подать с гарниром. В общем, готовьте. Готовьте с удовольствием. Готовьте для себя, родных, друзей, близких. Пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. И всем нам мирного неба над головой. Пока.